Осознание самых важных вещей в нашей жизни обычно происходит в тишине и уединении. Один москвич, переживая самоизоляцию, внезапно осознал, что он ненавидит свой диван, поэтому он его поджег, сел в машину и уехал. Некрасивые и неудобные диваны действительно могут вызывать такую реакцию, особенно в период самоизоляции. Диваны в более-менее знакомом нам виде появились лишь в интерьерах Версаля. До этого времени в Европе вообще не хотели знать ни о каком комфорте. Древние римляне и греки сидели на мраморе или бронзе, а средневековые христиане не позволяли себе предаваться комфорту и поэтому сидели на таких вот деревянных табуретах, лавках или особых сундуках, на которых можно было сидеть и толстой попой все свои сокровища сохранять. И да, в Европе очень долгое время совершенно не обращали внимания на восточные диваны. Но после Версаля в интерьерной сфере случился переворот. Люди захотели сидеть поудобнее и срастили вместе несколько стульев с мягкой обивкой. На таких диванах необходимо было сидеть с прямой спиной, великосветски общаться и пить чай из фарфоровой чашечки, грациозно оттопырив мизинчик. Сначала такие диваны подпирали телеса знатных особ, но потом, чуть позже, они уже разбежались по миру и заглянули в каждый дом. И все бы ничего, пока в наших домах не появились телевизоры. Перед телевизором человек перестал сидеть с прямой спиной, оттопырив мизинчик, а начал растекаться по дивану, как кисель. Проектировщики диванов заметили это и создали такие диваны, которые бы полностью отражали праздную апатию на них сидящих. Они расширили подпопье, опустили вниз спинку и поставили под ноги пуфик, а сами диваны сделали модульными, чтобы каждый мог собрать себе лежбище под задачи. А задачи у диванов действительно расширились. На диванах нынче спят, едят, читают, листают инстаграмчик, смотрят ютубчик, работают за ноутбуком, гладят котиков, строят аналитику происходящего в мире и финансовые модели, дают политические прогнозы, ставят психологические диагнозы через экран и очень-очень много всего другого. Никогда прежде обычный домашний диван не был таким многофункциональным объектом. Поэтому я могу смело предположить, что москвич сжег свой диван, сел в машину и уехал именно за современным и удобным диваном, который бы позволил ему реализовывать все те функции, которые возложила на него наша эпоха. А теперь давайте предположим, за каким диваном мог поехать москвич, внезапно осознавший причину всех причин. Чаще всего при мебелировке люди ставят себе вот такой вот двухместный или трехместный диван, но практически всегда, если поставить угловой диван, на который можно прилечь поперек экрана телевизора, проводить время будет значительно комфортнее. Даже небольшой диванчик можно практически всегда сопроводить пуфом, на который удобно закинуть ноги, на котором можно удобно расположить поднос с едой, или который может стать даже раскладывающимся дополнительным спальным местом в случае атаки гостей. Но человек во власти привычки настаивает всегда только на своем знакомом. Сила привычки – это очень мощная сила. Можно долгие годы просидеть на любимом диване и сказать себе, что я перееду в новую квартиру только с этим диваном, потому что, например, на его подлокотник удобно можно поставить чашечку чая, потому что широкие подлокотники – это величайшее изобретение человечества. Но это далеко не так. Если вам доставляет радость поставить рядом с собой чашечку чая, когда вы лежите на диване перед телевизором, то размещение рядом с собой еще и тарелочки с печеньками приведет вас к тотальному всепоглощающему экстазу, и вы будете способны пережить настоящий катарсис. Я приведу вам исследования новейших интерьерных лабораторий. Вот, например, совершенно недавно интернациональная группа исследователей провела серию испытаний и заключила, что на одном широком подлокотнике дивана умещается в среднем 1,4 чашки чая и 0,7 тарелок с печеньками. В то время как на журнальном столике, который придвинут к дивану, эти показатели резко взлетают от 2 до 5 раз. Помимо этого, исследователи обнаружили, что на журнальных столиках умещаются не только чашечки с чаем и тарелочки с печеньками, но и гораздо более разнообразные комбинации напитков и блюд. Некоторым исследователям в лабораторных условиях удалось даже разместить на журнальных столиках и первое, и второе, и третье, и компот одновременно.
Согласно последним данным, современный человек предпочитает лежать на диване в позе безмятежно плывущего по реке бобра. Взяв за основу это наблюдение, ученые сформулировали гипотезу, что пить чай от плеча с подлокотника может быть так же неудобно, как и некрасиво. В попытках доказать эту гипотезу исследователи пригласили в лабораторию людей, способных долго и драматично лежать на диване. Они разместили их у подлокотников и начали наблюдать. Оказалось, что в 15% случаев испытуемые смахивали с подлокотника все вкусняшки, что приводило к уничтожению содержимого и непреднамеренному загрязнению пола и обивки дивана, а также увеличивало количество кортизола и адреналина в крови. В то же время другая группа ученых отметила, что столик, незначительно превышающий высоту подпопья и задвигающийся на диван, может быть более удобным для размещения еды и напитков, чем подлокотник, расположенный значительно выше. В ходе эксперимента ученые смогли уместить на таком журнальном столике еду и напитки для 3 членов семьи и разместить столик на равном удалении от всех заинтересованных лиц. В случае же с подлокотником к еде и напиткам имел доступ лишь узурпатор места у подлокотника. Недавние испытания также доказали, что если увеличить количество столиков вокруг дивана и использовать разнообразные формы и размеры, то можно удовлетворить потребности даже самых требовательных членов семьи, их гостей и даже гостей и их гостей. Изучив результаты этих и многих других мировых исследований, передовые мебельные фабрики разработали модульные диваны, которые позволяют собирать невероятные комбинации из мягкой мебели и окружающих ее столиков. Такие комплекты из мягких модулей и окружающих их столиков превышают функциональность обычных диванов с широкими подлокотниками в среднем в 10 раз и позволяют собрать бесконечное количество комбинаций, которые подходят к конкретной ситуации. В общем, Всемирная организация интерьерохранения рекомендует использовать задвижные журнальные столики и сборные модули диванов во имя эстетики и удобства. Так что всем удобный модульный диван по потребностям для максимальной реализации собственных способностей. Делитесь этим видео с тем, кто размышляет о диванах, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали, и поддержите видео лайком. До новых встреч, всем диван!